Рада вас приветствовать на своем канале и в своем саду. Я Светлана, и сегодня я покажу вам, как я уже третий год формирую неваки из своей сосны обыкновенной. Она нам досталась в наследство вместе с коробкой дома и росла примерно по центру участка. А у меня тут планировалась большая розовая клумба, и я, недолго думая, решила не ждать, пока она вырастет 20-метровым деревом, а сформировать из нее неваки. Это особая техника стрижки кроны, формирования облика дерева в японском стиле. Для этого подходят разные хвойные, даже можно и из лиственных. Я видела из яблони и из вишни формировку неваки. Сосна и хвойные для этого подходят лучше всего. Я повторяю, что она у меня формируется уже третий год. В первый свой год я определила, какая у меня будет форма. Наклоненная, ровная. У меня вверху шапочкой, и ярусы разведены в стороны и оставлены ветви в шахматном порядке по разным ярусам. Я вам ближе покажу, как начинать формировку, когда мы выйдем за периметр участка, и я на самой маленькой сосенке покажу вам, с чего надо начинать. А моя спустя 3 года выглядит вот так. Хвою с центра стволов я убираю, а ветви растягиваю по сторонам. Решила пролить ее перед съемками. Скажу сразу, что я пользуюсь веревками для оттяжки и колышками. В питомниках для этого пользуются бамбуковыми палками. Ярусы горизонтали привязывают бамбуковую палку и 2-3 яруса ветвей, чтобы ровненько было. У меня все ветви отклонены под разными градусами и формируются облачка. То есть мы, отгибая ветку, формируем на самом краю, у нее оставляем веточки. Это будет наше облако. Сейчас покажу, как я это делала, а потом покажу, что мы дальше делаем. Вот так вот мы фиксируем колышками по периметру, оттягиваем веревками, забиваем просто колышки и веревками оттягиваем. Некоторые, видите, я к стволу прямо привязала, некоторые колышками. Одна проблема — плохо косить, конечно, мне тут по кругу все это дело. Ну, красота требует жертв. Вот так вот, видите, отогнуты они и зафиксированы. Кстати, у меня, смотрите, посажены из леса, я взяла. Это ландыши. Обыкновенные лесные ландыши. Тут посажены, чтобы закрыть приствольный круг. Но у ландышей, кто не знает, одна проблема. Они очень ядовитые. Поэтому, если у вас есть домашние животные или дети, их лучше не сажать. Что я делаю? Я беру после того, как они отцвели, просто скашиваю их, срезаю под ноль, и на следующий год они опять нарастают. Поэтому тут они не сильно так заполонили мне весь приствольный круг, а слегка, скажем так. Смотрите, как красиво изогнутые стволы у сосны. Чем причудливее вы их отогнете, больше, меньше, не обязательно ровно. Можно весь ствол в сторону отвести, тем эффектнее будет она смотреться, ваша сосна, когда оформится полностью в стиль неваки. Если сверху на нее посмотреть, вот так это выглядит. Довольно широкая она у меня, 1,5 метра получается
заняла пространство уже, стороны. Но сильно большую я ее делать не хочу. Буду ограничивать. Значит, когда наступила весна, что мы с ней делаем? Сейчас покажу, как надо прищипывать вот эти зеленые почки. Прищипка сосны. Как происходит. Хотя им надо немножко еще подрасти. Это только самое начало. Сейчас покажу. Значит, как происходит сам процесс прищипки наших вот таких вот почек. Когда вот эти почки отрастают, из них вот такие иголочки. Вот они уже молодые, маленькие, начали выходить. Наша задача в один уровень их вывести. Лучше, конечно, подождать, когда подтянутся и маленькие, и большие. Я делаю 2 раза. 1 раз первый, как стартовый, а потом финишный прохожу чуть позже. Делаю это вручную. Обязательно надо в перчатках, потому что, во-первых, эти не колючие, попозже чуть колючие, об вот эту можно поколоться. И вторая смола. Выделяются, у вас руки все будут в смоле. Эти, кстати, почки, они их сушат и что-то из них делают. Чай там или что-то, какие-то настои. Ванну можно принимать или что. Но у нас сейчас не про это разговор. Значит, что мы делаем? Мы берем и вот так элементарно выбираем себе высоту. Учтите, что почки, они еще чуть-чуть подрастут и распушатся. Сильно вот так высоко и вот так немножко отламывать не надо. Надо, наполовину так точно. Берем и просто вот так в сторону. Очень легко они выламываются. Примерно смотрим одну высоту. Я, наверное, их буду бросать вниз, они мне не нужны. На одну высоту. Потом, если подтянутся новые, я их просто выровняю. Я хочу, чтобы у меня тут была одна подушечка одной высоты, облачко. Маленькое зеленое облачко, чтобы когда мы снимали наши розы, тут была у нас красота. Сейчас покажу, как мы делаем это на нижних ветках. Зашла сюда в середину. Вот что мы делаем на нижних почках. Видите, у нас ветви мы отогнули, лишние поудаляли мы в прошлом году. Можно, если вот это вот видно лишнее, она вниз растет. Обычный прием. Все нижние ветви я возьму секатор и вырежу ее. Все, которые смотрят вниз, мы удаляем. Вот эти вот почки. Одна выше, другая ниже. Вначале мы наполовину. Можно даже меньше. Можно на 1/3. Они еще поднимутся по высоте. Вот так вот мы тут вырезаем. Выламываем просто. Вот так. Ой, пахнут так сосной. Придется еще раз нам пройти, когда они немножко поднимутся. Следующее облачко. Что это дает? Веточки, вы видите, почки. Веточки отогнуты, почки идут строго вертикально вверх. Мы убираем им высоту. И у нас вот это облачко будет горизонтальная поверхность, пушистая. То есть ветки не будут не растопырены во все стороны, а будут смотреть вверх, иголочки их. Вот так. И будет сплошное облачко. Это я сделала неправильно. Вот так одну ветку, вот эту буду убирать. Сейчас пройду, посмотрю, где что сделано не так. И поубираю. Смотрите, если видно, сейчас поверну. Это сильно загоризонталено. Когда мы ее отвяжем, она немножечко приподнимется. Когда оттягиваем за
перед самими иголочками завязываем, чтобы ветка у меня об ствол затянута. Ландыши наши. Так, основное рассказала. Сейчас выйдем за периметр. Я вам покажу на маленькой обычной сосне, какие ветки мы оставляем, а какие будем убирать. Как сам скелет, как формируем крону эту. Идем. Вот такие сосны, простят меня хозяева этих домов, которые строятся, растут у нас прямо через дорогу напротив нашего дома. Видите, сосны и побольше, и поменьше. Сейчас я прямо сюда в траву зайду и на примере вам покажу такие хорошие сосенки. Кстати, сосны приживаются, если вы их захотите себе на участок. Чем меньше, тем лучше они приживаются. Как показывает практика, я хотела себе на участок, выкопала года 2-3 назад, и ничего не получилось. Значит, вот такая сосна. Сейчас подойду я к ней ближе и покажу вам. Вот такая обыкновенная сосна. Она уже около 2 метров. И видите, у нее ствол один и в разные стороны ветки ярусами расположены. Значит, из такой вполне можно начать делать неваки. Что мы делаем? Первое. В каждом ярусе, в нижнем, во втором, тут уже 3 яруса, мы выбираем, какие веточки нам оставлять. Оставляем противоположные в разных ярусах. Ну, тут, видите, вот это был ежегодный прирост. Вот такая высота прироста. Тут сантиметров 50-60. Тут меньше. Тут довольно большой. Выбираем ветки. Допустим, эту. Рядом нам не нужна ветка. Ну, выбираем более крепкую. Эту вырезаем. Ну, тут можно 3 оставить, можно даже 2 в этом ярусе. Можно изогнуть. В сторону будет даже красивее. Видели, неваки, когда показывают, и изогнутый, и ствол немножко наклонить, как будто его ветром наклонило. Сейчас я, когда буду видео монтировать, я вам картиночку найду. Неваки из сосны, они как под наклоном и облачка в разные стороны. Так как это делается? Это когда сосна маленькая вот такая, ее оттягивает, а верхушка опять пойдет вверх. Вот эту верхушку вначале не трогают, добавляют ей высоты, какую хотят высоту, только изгибают, наклоняют, оттянули, а веточки все равно вверх. Вот так. В другую сторону загнули, оттянули и опять изогнули. Только перед тем, как оттягивать, обязательно сильно пролейте, чтобы не поломать свои красивые ветки. Видите, вот ветка, она даже естественным образом наклонена, а почки вверх. Значит, мы разобрали. Оставляем в каждом ярусе 2 или 3, в зависимости от формы, какую вы выберите себе. Остальные убираем над самым стволом. Чем ближе к стволу, тем лучше. На кольцо, как у плодовых деревьев. Если вы резали ветви плодовых деревьев, точно так же. Оставили, не бойтесь резать. Новые, конечно, на том месте не вырастут, но оригинальную форму вы всегда можете немножко подправить. Можно на одну ветку больше оставить и через год посмотреть, нравится вам форма или не нравится такая. Потому что нарезать можно и все сразу срезать, оставить один голый ствол, но новые ветки-то не появятся. И вот это облачко мы берем, вот эти вот все веточки, видите, они в разные стороны растопырились. Мы их берем вот тут вот, связываем. Можно к какой-то поверхности ровной сетку, я видела, делают, берут сетку, привязывают вот эти все веточки, ложат на прямоугольный кусочек сетки. Я так первый год делала,
что мне не понравилось, потому что ветки новые попрорастали через ту сетку. В общем, я брала просто веревкой горизонтально, вот так вот их обвязала, и все. А через год развязала, они у меня уже были плоские. И вот эти вот почки мы убираем. Все, будет у нас одно облачко. В эту сторону вот так же. Точно так же мы берем, получится, одно, второе. Я бы тут наклонила вот эту. Вон туда наклонила. Я, может быть, осенью попробую еще себе маленькую откопаю и буду посмотреть, когда сажают сосны. По-моему, осенью вообще все хвойные осенью лучше приживаться. И буду какое-то интересное дерево формировать. У нас тут сосен везде очень много. Ну вот, вы поняли. Вот так их плоскую форму отгибаем, горизонталем или направляем в какую-то сторону, оттягиваем. Если вы хотите, как порыв ветра, туда вам задуло эти веточки. И потом ежегодно вот эту всю хвою убираем. Она постепенно и сама осыпется. Можно убирать. Я убираю, мне красивее голые ветви нравятся. У сосны на второй, на третий год, по-моему, осыпается хвоя. Хвоепад обычный. Вот такая интересная история. Можно ее сделать из обычной сосны. Можно купить, конечно, у кого не растут, купить малюсенькую, посадить. Но интереснее, мне кажется, даже из обычной сосны, из леса, сделать необычайный собственный шедевр. Думаю, видео было вам полезно. Поставьте лайк. И до следующих встреч. У нас в саду там все цветет и колосится. И проблем, конечно, хватает по саду в этом году, как никогда. То одно, то другое, то третье. Ну а так, все хорошо. Всего хорошего вам.